Всем привет! Лодочный мотор Tohatsu 9.9, четырехтактный, у которого недавно появился новый владелец. Он живет в Казахстане и решил купить мотор у продавца из Владивостока. Продавец привез нам этот лодочный мотор на проверку по просьбе покупателя. Для того, чтобы перед покупкой мы его проверили и укоротили ногу. А затем мы будем его отправлять в Казахстан. Этот мотор 2002 года выпуска. Об этом говорит цифра 14 на шильдике. Это японский год. 9.9 Tohatsu. Купил он его за 75 тысяч. Мотор мы проверили. Компрессия по 13 килограмм. Давление масла очень хорошее и работает в принципе очень хорошо. Наверное, нужно будет только почистить карбюратор. В редукторе масло без воды. Давление масла есть. Работает более-менее хорошо. Но не нагревается. Надо смотреть термостат. Карбюратор надо будет чистить. Есть мелкие нюансы, например, вот шайба слетела со струбцины. А в целом ничего критичного мы пока не заметили. Кстати, когда мы мерили компрессию, мы сначала пытались прокручивать двигатель электростартером. И у нас показала очень низкая компрессия, потому что срабатывал декомпрессор. И как только мы начали проворачивать двигатель вручную, только тогда мы смогли определить точную компрессию. Так, верхний цилиндр, давай. Что-то слишком мало. 5. Да. Сейчас попробуем дернуть. Подержи тогда, поснимай. Я подергаю. Так. Лучше. 13. Вот. Давай нижний. Смотря как проверять. То есть декомпрессоры нам абсолютно не мешают. Можно? 13, да? Да. Все. 12 килограмм. А со стартера меньше было. Владелец принял решение покупать этот мотор. Соответственно, мы будем им заниматься. Снимать редуктор, перебирать его и укорачивать ногу. Ну а также исправлять все мелкие нюансы. Давай. Сняли редуктор. Мы будем его полностью разбирать, дефектовать, укорачивать вертикальный вал, укорачивать тягу переключения передач. Сливаем масло. Здесь вот такое темное отработанное масло. И вода не попадала. Пострадало лакокрасочное покрытие. Ну а что делать? Приходится греть
чтобы разобрать. Уплотнительное колечко под замену. Затем откручивается гайка и вынимается вертикальный вал. Все подшипники в редукторе, а также шестерни и валы в отличном состоянии. Будем менять только сальники и уплотнения. Снимаем двигатель. Далее мы откручиваем поддон, откручиваем кронштейны, снимаем ногу, будем ее пилить. Термостат подклинил при закрытии и до конца не закрывается. Именно поэтому мотор не мог нормально нагреться. Интересно, что система ручного стартера один в один, как на Ямахе. Не стали они ничего изобретать здесь, хотя на двухтактном моторе Tohatsu 9.9 1518 своя система. Все болты откручиваются легко, ничего мы здесь не греем. Масляный поддон здесь находится прямо в Дейтвуде, а не устанавливается отдельно. И вот такая проблема обнаружилась на этом моторе. Это верхние подушки Дейтвуда. Одна подушка совсем порвана, вторая надорвана. Одна такая подушка стоит 8000 под заказ из Японии. Было принято решение пока собрать на этих подушках, потом владелец сам их закажет и заменит. Карбюратор мы почистили, состояние карбюратора внутри было в принципе хорошее, грязи практически не было. Эта модель серого цвета Tohatsu 9.9B выпускалась в объеме 328, раздушивается до 15 сил с заменой карбюратора, моторы шли как 9.9 1518 и скорее всего его можно раздушить даже до 18 сил, потому что объем одинаковый. Следующие черно-фиолетовые модели Tohatsu 9.9C начали выпускаться в объеме 351, это моторы 9.9 1520, то есть из 9.9 можно сделать аж 20 сил. Современные модели Tohatsu 9.9-20 уже инжекторные. Если у вас был опыт по раздушке карбюраторных моторов, поделитесь. Отпилили среднюю часть для укорачивания, будем сваривать. Процесс укорачивания показывать не будем, это все уже давно есть у нас на канале. Покажем готовый результат. Вертикальный вал мы укоротили, нужно еще укоротить тягу переключения передач, трубку охлаждения. Корпус редуктора был отпескоструен, было принято решение покрасить редуктор. Ногу укоротили, покрасили, собираем. Под двигатель устанавливаем новые прокладки. Их здесь нужно 2. Покрасили редуктор. Не работает зарядка аккумулятора. Нет выхода постоянного тока с выпрямителя. Если владельцу будет нужно, заменим выпрямитель, если он будет пользоваться электрозапуском.
Ну вот, мотор готов. Тагацу 9.9. Был еще заменен топливный коннектор. Итоговая сумма 22 тысячи. Будем упаковывать и отправлять в Казахстан. На этом все. Всем пока. Дочь смотрит про ремонт лодочных моторов. Малыш, нравится? Малыш, нравится? Ну смотри, смотри. Серьезно все.